Hi everyone, с вами Ева Лорман, и сегодня я покажу вам такое окрашивание волос, как попытка возврата в натуральный цвет. Почему попытка, позже узнаете. Итак, let's go, друзья! База у нашего клиента косметическая, это осветленные волосы, цветом 8.3, это блондин золотистый. Делим волосы на 4 зоны крестообразным пробором X и Y. Это горизонтальный и вертикальный проборы в совокупности. Далее делаю микс из разных цветов, потому что при выходе в натуральный цвет просто натуральным цветом никогда не работают. У нашего клиента натуральная база между 7.0 и 7.1. Я взяла 6.0. Почему? Потому что при окрашивании осветленных волос надо обязательно брать уровень тона ниже натурального. То есть мы взяли на 1 тон ниже. Далее 7.1. 7.1 это оттенок, который присущ цвету нашего клиента. То есть мы придаем таким образом направление цвета. 0,6 и 0,5 это микстоны. Проще говоря, это концентрат краски. 0,6 это фиолетовый микстон и 0,5 красный микстон. Далее, почему мы взяли именно эти микстоны? Потому что 0,6 работает против желтого цвета, то есть против троечки, которая у нас была как косметическая база. Мы наносим шестерку для того, чтобы нейтрализовать эту тройку. 0,5 это красный цвет. Почему мы его добавляем? Потому что 7.1 может сработать с зеленым оттенком. И чтобы этого не допустить, мы сразу же его нейтрализуем красным цветом. Это все благодаря хроматическому кругу, где мы используем закон нейтрализации цвета. И ролики на эту тему я ранее уже снимала в серии роликов по колористике. Микстоны обычно отмеряются в сантиметрах, в граммах они тоже, но легче в сантиметрах, потому как это концентраты. И их нужно совсем немного. Но, как видите, я фиолетового взяла в 2 раза больше, чем красного. Почему? Потому что фиолетовым цветом я должна нейтрализовать реальный золотистый оттенок, который есть на волосах нашего клиента. А вот пятерки красного цвета я взяла меньше, потому что мне нужно нейтрализовать предполагаемый зеленый оттенок, который мог возникнуть от сочетания 7.1 и 8.3. Может быть сложновато для понимания, но надо к этому стремиться, и это все благодаря знанию закона нейтрализации цвета. Смешиваем микс с 3% оксидом, потому что 3% оксид это тон в тон, а нам и нужно тон в тон. И начинаем работать с затылочной зоны. Наносим краску в зеркальном отражении примерно на длину 6-7 сантиметров. Ширина прядей не более 1,5 сантиметров. Работаем максимально быстро. Само нанесение, я думаю, вам уже знакомо. Такую технику я использую практически во всех роликах, поэтому обсуждать эту тему не вижу смысла. Лучше поговорим на тему, насколько легко выйти в натуральный цвет. Ведь это такой большой миф среди клиентов и парикмахеров-новичков. Потому как все они думают, что выйти в натуральный цвет это гораздо проще, чем осветление и так далее. Но если попробовать сделать это несколько раз и увидеть, что получится, сразу приходишь к выводу, что нет, не совсем это простая задача, выход в натуральный цвет. И начинаешь, как говорится, чесать репу. Почему? Почему так все происходит? Можно ответить так обобщающе. Во-первых, после осветления мы осветляем часть цветного меланина. И для того, чтобы вернуть этот цвет, нам нужно угадать цвет, который мы осветлили. Это нереально абсолютно. Поэтому и никогда практически никто не попадает в натуральный цвет клиента. Предположить можно, конечно,
Мы смотрим на цвет, визуально оцениваем его уровень тона и пытаемся его воссоздать. Но воссоздание взять, например, на 7,1 и нанести 7,1, мы получим просто зелень, потому как после осветления остается желтый цвет, как мы видели у нашего даже клиента. И если взять на этот цвет, положить пепел, ее вроде бы натуральный цвет, мы получим зеленый цвет. Вот откуда берутся вот эти неожиданности в окрашивании волос. Поэтому мастера, которые давно работают, они миксуют и применяют, естественно, хроматический круг, закон нейтрализации цвета. То есть они уже на будущее предполагают, какой цвет может вылезти, и они уже его нейтрализуют. Таким образом, я ввела в этот микс красный микстон. Хорошо, мы покрасили здесь и сейчас, у нас все получилось, и какие неожиданности нас подстерегают далее. А далее нас подстерегает самая распространенная неожиданность – это быстрое вымывание этого цвета, и остаточный цвет будет все равно не такой, как натуральный у нашего клиента. И это логично, это нормально. Для того, чтобы выйти в натуральный цвет, нужно сделать около 3 окрашиваний с интервалом примерно в 3 недели. Тогда мы краской забьем или восполним недостающие молекулы, цветные молекулы меланина, и, по сути, мы справимся с этой поставленной задачей. То есть возврат в натуральный цвет предполагает возврат в 3 этапа. 3 раза нанести вот этот состав, который я сейчас смиксовала. Только тогда можно сказать, что краска задержится на дольше и не будет вымываться, и не будет давать нам какие-то неожиданные оттенки. А еще одна неожиданность, которая подстерегает нас при выходе в натуральный цвет, это неравномерное вымывание краски. Пишите, кстати, свои комменты на эту тему, кто пытался выйти в натуральный цвет и как легко вам удалось это сделать. Получилось ли это сделать за один раз или не получилось, какие получились косячки при выходе. Ну, в общем, все эти свои особенности можете написать, интересно почитать. Ну, а я от себя скажу следующее. При выходе в натуральный цвет я никогда не наношу краску полностью на все полотно сразу. Я всегда работаю в балаяже. Потому что это единственно правильная техника окрашивания волос, которая позволяет клиенту после вымывания краски с волос выглядеть прилично. То есть волосы имеют ухоженный вид. Нет каких-то проплешин, пятен, затемнений. И это очень здорово, дорогие друзья, что есть такая техника балаяж, которая, во-первых, очень проста в исполнении, и эффекты от нее гораздо круче, чем от остальных техник. Я нанесла краску на корни и растягиваю ее расческой, как вы видите сейчас на экране. То есть я должна сделать растяжку. Растяжка делается на ваше усмотрение, как хотите. Можно дольше держать, чтобы затемниться больше. Можно и быстро все это сделать в течение 10-15 минут. Все зависит от пожеланий клиента. И вот что у меня получилось. Вот такое замечательное окрашивание. Во-первых, выглядит богато, как будто тут трудились, не покладая рук. Во-вторых, это градиент, плавный переход цвета. Конечно же, это красиво. Мы наблюдаем сейчас эффект выгоревших натуральных волос на солнце. Я этот эффект обожаю. Потому что здесь присутствует текстура. Кажется, что много волос, волос играет на солнце. На себя, чтобы было вообще хоть понятно, что нам обсуждать. Офигеть! Это просто балдеж. Мы-то в курсе. А я-то нет? Посмотри, какая красота! Ты просто посмотри на это. Какой плавный переход. Это просто, это фея окрашивания. Все, я в восторге. Давай фотосессия. Ну вот, не все так сложно, как может показаться на первый взгляд, но надо знать тонкости. На этом все. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео.
не скупись, лайк поставь, подпишись, для тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.